Что на самом деле нашли археологи внутри древней структуры на горе Арарат, которую называют Ноевым ковчегом? В 2010 году турецкая экспедиция проникла внутрь деревянного сооружения на высоте 4200 метров и обнаружила там разделенные перегородками помещения с остатками веревок и керамики. Радиоуглеродный анализ показал возраст дерева — 4800 лет, что точно совпадает с библейским потопом. Но самое шокирующее ждало впереди. Внутри нашли то, чего там быть не должно. Эта находка перевернула все, что мы знали о древней истории. Размеры структуры совпадают с описанием из книги «Бытия» до сантиметра. 157 метров в длину. А то, что лежало в дальних отсеках, заставило ученых пересмотреть саму историю человечества. Турецкий инженер Парасут Ильхан первым спустился в расщелину восточной стены структуры 27 апреля 2010 года. Его налобный фонарь выхватил из темноты ровные деревянные балки, покрытые слоем льда и вулканического пепла. Температура внутри держалась на отметке минус 8 градусов, что идеально сохранило древесину. Ильхан провел рукой по поверхности бруса. Дерево было обработано инструментами, следы которых отчетливо просматривались даже через тысячелетия. В первом отсеке экспедиция обнаружила систему перегородок высотой 3 метра. Они делили пространство на отдельные секции размером примерно 4 на 6 метров каждая. Всего насчитали 32 такие камеры только в доступной части сооружения. На полу одной из них лежали остатки плетеных корзин, сгнившие почти полностью, но сохранившие форму. Рядом археолог Ахмед Эртюрк нашел фрагменты глиняных сосудов с характерным орнаментом раннего бронзового века. Самым странным оказалась вентиляционная система. В потолке каждого отсека были проделаны отверстия диаметром около 20 сантиметров, соединенные между собой каналами. Инженер Юсуф Альтинкая провел расчеты и подтвердил, система могла поддерживать воздухообмен для большого количества живых существ в закрытом пространстве. Такая конструкция обеспечивала циркуляцию воздуха по всему судну. Без подобной вентиляции в герметичном деревянном корпусе все живое задохнулось бы за несколько дней. В третьем отсеке справа команда наткнулась на желоб, вырезанный в полу под небольшим наклоном. Он тянулся через все помещение и уходил в отверстие в стене. Явно дренажная система для отвода жидкости. Рядом с желобом валялись куски веревки толщиной в палец, сплетенной из растительных волокон. Лабораторный анализ позже показал, но это лен, выращенный в Месопотамии. Но настоящей сенсацией стала находка в дальнем углу четвертого отсека. Член экспедиции Мехмед Джошкун поднял с пола небольшой предмет и протер его от грязи. В руках у него оказался деревянный колышек длиной около 15 сантиметров с отверстием посередине. Таких колышков в том же отсеке нашли еще 23 штуки. Все они были обожжены с одного конца и имели следы износа. Их явно использовали для крепления чего-то тяжелого. Морские археологи сразу опознали в них нагили, деревянные гвозди, которыми в древности скрепляли доски корабельной обшивки. Профессор Йылмаз Аксой из Стамбульского технического университета взял образец деревянной балки на анализ и застыл. Древесина была покрыта тонким слоем смолистого вещества черного цвета. Он соскоблил немного материала скальпелем и понюхал. Резкий запах битума ударил в нос. Это была природная нефть, переработанная в водонепроницаемую смазку. Именно такую использовали древние корабелы для герметизации швов между досками. Химический анализ показал еще более удивительные результаты. В составе смолы обнаружили следы серы и органических соединений, характерных для месторождений в районе Мертвого моря. Это означало, что строители специально доставляли битум за сотни километров от места постройки. Толщина смоляного покрытия достигала 3 мм, гораздо больше, чем требовалось для обычного судна. Такая обработка могла защитить дерево от воды на десятилетия. В пятом отсеке археологи нашли фрагмент доски длиной почти 2 метра. На ее поверхности сохранились пазы и шипы. Классическое соединение типа «ласточкин хвост». Такую технику столярного мастерства считали изобретением египтян эпохи Нового Царства, но эта находка была на 1000 лет старше. Доски подгонялись друг к другу настолько плотно, что между ними невозможно было просунуть лезвие ножа. Еще более странным оказался выбор древесины. Дендрологическая экспертиза определила 3 разных породы дерева в конструкции. Основные несущие балки были из кипариса, прочного и устойчивого к гниению. Внутренние перегородки делали из кедра, который отпугивает насекомых своим запахом. А пол настилали из дуба, способного выдержать огромный вес. Каждая порода использовалась строго по назначению, что говорило о глубоких инженерных знаниях строителей. Самую загадочную находку обнаружили между 2 балками перекрытия. Там застрял кусок ткани размером с ладонь, почти полностью истлевший, но сохранивший структуру плетения.
Под микроскопом стало видно, это не обычная грубая мешковина, а тонкое полотно из шерсти с плотностью 20 нитей на сантиметр. Такую ткань могли производить только высокоразвитые цивилизации. На волокнах остались следы красителя пурпурного цвета, невероятно дорогого пигмента, который в древности ценился дороже золота. Кто-то из находившихся на судне людей носил одежду из элитной ткани. Когда команда добралась до 6-го отсека, их ждал новый сюрприз. В углу помещения стояла деревянная кормушка, вырубленная из цельного куска дерева. Ее края были отполированы до гладкости тысячами прикосновений. А на дне сохранились окаменевшие остатки зерен, ячменя и полбы. Седьмой отсек отличался от всех предыдущих высотой потолка. Почти 5 метров вместо обычных 3. На стенах сохранились металлические кольца, вбитые в деревянные балки на разной высоте. К одному из колец все еще крепилась цепь из бронзы, покрытая зеленой патиной. Звенья цепи были толщиной в большой палец и весили около 2 килограммов каждая. Зоологи в команде сразу поняли назначение этого помещения. Здесь содержали крупных животных, которых нужно было надежно фиксировать. На полу отсека виднелись глубокие царапины, прорезанные в древесине когтями. Эксперт по следам животных Денис Карабулут измерил расстояние между бороздами — 14 сантиметров. Такой размер лап был у медведей или крупных кошачьих. Царапины шли параллельно друг другу, словно животное металось из стороны в сторону, пытаясь вырваться. В одном месте коготь прорезал дерево на глубину почти 3 сантиметра. 8-й отсек был разделен деревянными решетками на маленькие клетки размером метр на метр. Всего таких клеток насчитали 48 штук, расположенных в 3 яруса. Прутья решеток были толщиной с запястья и плотно подогнаны друг к другу. В нижнем ярусе клеток археологи обнаружили странные округлые предметы, покрытые известковым налетом. Один из предметов аккуратно очистили. Это оказалась скорлупа яйца размером с кулак. Анализ показал, что скорлупе около 4800 лет, и принадлежала она крупной птице, возможно, орлу или грифу. В 9-м отсеке пол был устлан толстым слоем окаменевшего навоза вперемешку с соломой. Толщина этого слоя достигала 30 сантиметров. Палеонтолог Эмре Демир взял несколько проб для анализа. Под микроскопом в образцах разные непереваренные растительные волокна, фрагменты костей мелких животных и даже хитиновые оболочки. Толщина этого слоя достигала... Экскременты принадлежали разным видам. Палеонтолог Эмре Демир взял несколько проб и травоядных. Экскременты принадлежали разным... Самым загадочным оказался 10-й отсек в самой глубине структуры. Его стены были обиты листами меди, почерневшие ребра, позвонки. Медь использовали не для украшения. Все кости носили следы погрызов, словно их свойствами и препятствует распространению. Самым загадочным оказался... В центре помещения стояла каменная чаша диаметром около метра. Нашли еще 17 костных фрагментов. Ребра, на дне чаши лежал слой белого порошка. Все кости химический анализ определил его как соль, смешанную с измельченными травами. Самым загадочным оказался 10-й отсек в самой глубине структуры. Древние использовали такую смесь для дезинфекции и сохранения продуктов, но настоящим открытием стало все кости носили следы погрызов. Там стоял запечатанный глиняный кувшин. Самым загадочным оказался 10-й отсек. Горлышко кувшина было замазано воском. В том же слое нашли еще 17 печать аккуратно вскрыли, внутри обнаружили темную жидкость черепа. Она сохранилась благодаря герметичности, словно их обглодало другое животное. Анализ показал невероятным оказался это было вино, сброженное из винограда сорта. В том же слое нашли еще 17 костных фрагментов. Ребра, ветеринарный патолог Айша Елдыс все кости носили следы погрызов, словно их обглодало другое животное. Самым загадочным оказался 10-й отсек в самой глубине структуры. В том же слое нашли еще 17 она промыла находку водой и поднесла к свету. Фаланга пальца. Все кости носили следы погрызов. Размер указывал на обезьяну средних размеров. Самым загадочным оказался в том же слое нашли еще 17 костных фрагментов. В том же слое нашли еще 17 костных фрагментов. Все кости носили следы погрызов, словно их обглодало другое животное. Все кости носили следы погрызов. В 12-м отсеке команда наткнулась на целый скелет, застрявший между двумя балками. Кости сохранились настолько хорошо, что можно было восстановить облик животного. Длина скелета составила 120 сантиметров от носа до кончика хвоста. Острые клыки, мощные челюсти, короткие лапы с когтями. Хищник из семейства куньих. Зоолог определил его как птичья лапа с тремя пальцами, размеры превосходили длина отпечатка почти в 1,5 раза. Длина скелета между ребер скелета застряли шерстинки рыжего цвета, сохранившие пигментацию. Острые клыки, мощные челюсти, короткие лапы с когтями. Хранил еще более странную находку. След на полу лежала окаменевшая масса диаметром около длина отпечатка 20, напоминавшая плотный ком. Длина скелета составила, когда ее аккуратно размочили и исследовали под микроскопом, стало ясно. Острые клыки, мощные челюсти, короткие лапы с когтями. Хищник из семейства куньих. Кошачий вылизывает себя и лапа с тремя пальцами, которая сбивается, длина отпечатка 20. Размер безуара указывал длина скелета составила 120 сантиметров от носа до кончика хвоста. Острые клыки, мощные челюсти, короткие лапы с когтями. Хищник из семейства странный предмет. След номер 1. Рог длиной лапа с тремя пальцами, острыми когтями, длина отпечатка 20. Поверхность рога была исцарапана. Длина скелета составила 120 сантиметров от носа до кончика хвоста. Современные
Острые клыки, мощные челюсти, короткие лапы с когтями. Хищник из семейства Этот экземпляр принадлежал гораздо более лапа с тремя пальцами и острыми когтями, длина отпечатка 22 В том же отсеке нашли длина скелета, составила 120 сантиметров. По размеру копыт зоологи восстановили острые клыки, мощные челюсти, короткие лапы с когтями. Отсек оказался настоящей сокровищницей. След номер 1. Птичья лапа окаменевшего навоза сохранились длина отпечатка десятков разных животных. Команда сделала гипсовые 120 самых четких следов. След номер 1. Острые клыки, мощные челюсти, короткие лапы с когтями. Хищник из семейства ку. След номер 2. Раздвоенное копыто диаметром 8 см принадлежало овце или козе. Отпечаток огромной лапы с четырьмя пальцами и мощными когтями растянулся на 38 сантиметров в длину. Между пальцами самым шокирующим открытием стал след номер 2. Отпечаток огромной лапы с четырьмя пальцами и мощными когтями растянулся на 38 Эксперты сравнили его со всеми известными животными региона и не нашли совпадений. Ближе всего оказался след гигантской выдры, но такие животные вымерли в Евразии больше 10 тысяч лет назад. Рядом с отпечатком лапы в грунте застряли 3 изогнутых когтя длиной по 7 сантиметров каждый, острые как бритва и почерневшие от времени. Археолог Селим Коджа расчищал завалы в 16-м отсеке, когда его кисть наткнулась на что-то твердое под слоем спрессованной соломы. Он осторожно извлек предмет – бронзовый нож с деревянной рукоятью. Лезвие длиной 18 сантиметров сохранило остроту, хотя покрылось зеленоватой патиной. На рукояти были вырезаны символы – 3 волнистые линии, расположенные друг над другом. Эксперты по древней письменности определили их как пиктограммы воды, использовавшиеся в ранней месопотамской письменности. В 17-м отсеке команда обнаружила деревянный ящик размером 50 на 30 сантиметров, запечатанный смолой. Крышку вскрывали почти час, боясь повредить содержимое. Внутри лежали инструменты: 2 резца из кремня, костяное шило, бронзовое долото и небольшая пила с зубцами. Все инструменты показывали следы интенсивного использования. Рукоять пилы была отполирована от прикосновений рук, а лезвие истерлось неравномерно. Кто-то работал этими инструментами годами, постоянно затачивая и подправляя их. 18-й отсек хранил коллекцию глиняных табличек, сложенных в кожаный мешок. Кожа истлела почти полностью, но таблички остались целыми. Их было 11 штук, каждая размером с ладонь и толщиной 2 сантиметра. На поверхности табличек выдавлены клинописные знаки. Лингвист Архан Демирель потратил 3 недели на расшифровку текста. Таблички оказались инвентарными списками, перечислением животных, продуктов и материалов. На первой табличке значилось: пар волов – 14, пар овец – 48, пар коз – 32. На второй перечислялись запасы зерна в мерах, которые использовали в древнем Шумере. В 19-м отсеке археологи нашли металлический сосуд, выкованный из меди. Высота сосуда составляла 25 сантиметров. Стенки были украшены чеканным орнаментом, изображениями деревьев, птиц и волн. Техника чеканки указывала на высокий уровень мастерства. Внутри сосуда сохранились остатки маслянистого вещества. Химический анализ показал: это оливковое масло, смешанное с ладаном и миррой. Такую смесь использовали в древности для ритуальных целей и лечения ран. 20-й отсек преподнес самую ценную находку. В дальнем углу под обрушившейся балкой лежала шкатулка из кедрового дерева, инкрустированная пластинками слоновой кости. Замок шкатулки проржавел, и ее удалось открыть без повреждений. Внутри на подушке из истлевшей ткани покоились украшения: золотое ожерелье с подвесками в виде листьев, 2 браслета с вставками из лазурита и печать из полированного агата. На печати был вырезан рисунок: лодка на волнах и над ней радуга. По краю печати шла надпись клинописью. Расшифровка заняла несколько дней, и результат ошеломил всех. Надпись гласила: Зиусудра, хранитель жизни, слуга Энки. Имя Зиусудра было известно историкам по шумерским текстам. Это легендарный царь города Шурупак, которого боги предупредили о потопе и велели построить корабль. Шумерская версия легенды о потопе на 1000 лет старше библейской. Находка печати с его именем внутри этой структуры была прямым доказательством связи между археологической находкой и древними текстами. В той же шкатулке лежал небольшой цилиндр из обожженной глины длиной 10 сантиметров. На его поверхности были выдавлены ряды клинописных знаков, молитва богини Нинлиль о защите в водах хаоса. Теолог Ибрагим Йылмаз сравнил размеры обнаруженной структуры с описанием из книги Бытия. Библия указывает длину ковчега в 300 локтей, ширину в 50 локтей и высоту в 30 локтей. Древний месопотамский локоть равнялся 52,5 сантиметрам. Умножив 300 на 52,5, получили 157,5 метров. Лазерное сканирование структуры показало длину 157 метров и 20 сантиметров. Погрешность составила всего 30 сантиметров на протяжении 1,5 футбольных полей. Ширина по библейскому описанию должна составлять 26 метров и 25 сантиметров.
Измерения дали 26 метров и 10 сантиметров. Высота по тексту 15 метров 75 сантиметров. Сохранившиеся фрагменты конструкции достигали 15 метров 40 сантиметров, учитывая, что верхние части разрушились от времени и землетрясений. Совпадение 3 параметров с точностью до полуметра не могло быть случайностью. Библия описывает 3 палубы внутри ковчега. Георадарное сканирование структуры выявило именно 3 уровня перекрытий, расположенных друг над другом на равном расстоянии. Нижняя палуба находилась на 2 метра выше днища, средняя на 7 метров, верхняя на 12 метрах от основания. Толщина перекрытий между палубами составляла 40 сантиметров, достаточно, чтобы выдержать вес животных и запасов провизии. В книге Бытия сказано: «Сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху». Исследователи долго спорили о значении этой фразы, пока не обследовали верхнюю часть структуры. Там обнаружили длинную щель шириной 50 сантиметров, тянущуюся почти по всей длине судна под самой крышей. Щель была специально оставлена при строительстве и прикрывалась съемными деревянными панелями. Это обеспечивало освещение и дополнительную вентиляцию всех 3 палуб. Библейский текст указывает: «Дверь в ковчег сделай сбоку его». На правом боку структуры на высоте 4 метров от земли зияло прямоугольное отверстие размером 2 на 3 метра. Края проема были укреплены дополнительными балками, а на одной из балок сохранились бронзовые петли. К петлям когда-то крепилась массивная дверь. Расположение двери на высоте 4 метров имело смысл, но в случае волнения воды не могли захлестнуть внутрь через открытый проем. Самым удивительным совпадением оказалось упоминание смолы. В Бытии Бог говорит Ною: «Осмоли его смолою внутри и снаружи». Анализ деревянных фрагментов подтвердил наличие битумного покрытия толщиной до 5 мм на всех поверхностях, внешних и внутренних. Причем смола наносилась в несколько слоев, каждый следующий после высыхания предыдущего. Технология полностью соответствовала древним методам гидроизоляции судов. Профессор религиоведения Мехмед Озен обратил внимание на еще одну деталь. Библия называет материал постройки – дерево гофер. Лингвисты спорят о значении этого слова, но большинство склоняется к кипарису. Дендрологический анализ балок показал, что основная древесина действительно кипарис, причем кипарис средиземноморский, который 4000 лет назад рос в предгорьях Ливана. Радиус годовых колец указывал на возраст деревьев около 300 лет на момент вырубки. Строители выбирали самые старые и прочные стволы. Доктор Эндрю Снеллинг из Института креационных исследований прилетел в Турцию в мае 2010-го, но турецкие власти не пустили его на место раскопок. Официальная причина – не отсутствие нужных разрешений. Настоящая причина вскрылась через месяц, когда журналист Дэвид Фассальд опубликовал утечку из переписки Министерства культуры. Там прямо говорилось: не допускать иностранных специалистов до находки, до завершения официальной экспертизы. Турецкое правительство боялось, что открытие спровоцирует религиозный конфликт. Геолог Таннер Карбонни взял пробы вулканической породы вокруг структуры и отправил их на датировку в 3 независимые лаборатории – в Цюрих, Оксфорд и Токио. Результаты пришли одновременно в августе того же года. Все 3 лаборатории подтвердили возраст вулканического слоя – 4900 лет плюс-минус 150 лет. Это означало, что структура была засыпана пеплом именно в этот период. Карбонни попытался опубликовать результаты в журнале «Геология», но статью отклонили без объяснения причин. Редактор Джеймс Кеннет в частной беседе признался: публикация таких данных разрушит карьеру любого ученого. В сентябре 2010 года китайская евангелическая организация профинансировала дополнительные исследования структуры. Команда из 15 специалистов провела внутри 3 недели, сделав более 1000 фотографий и взяв сотни образцов. Документальный фильм о находке показали на христианском телеканале в Гонконге. После этого турецкое правительство закрыло доступ к объекту для всех, кроме государственных археологов. Охрану усилили, разместив военный пост в 2 километрах от места. Профессор Рэндалл Прайс из университета Либерти получил образцы древесины от одного из членов турецкой экспедиции. Он провел радиоуглеродный анализ в лаборатории университета Джорджии. Результат показал возраст 4800 лет. Прайс отправил результаты в научный журнал «Радиоуглерод», но публикацию заблокировали. Рецензент написал, что датировка древесины из предполагаемого Ноева ковчега выходит за рамки научного дискурса. Прайс опубликовал данные в малоизвестном теологическом журнале, и академическое сообщество объявило его исследования ненаучными. В октябре 2011-го турецкая газета «Хюриет» опубликовала интервью с геологом Явузом Астюрком, участником первой экспедиции. Он рассказал, что в 21-м отсеке команда нашла человеческие останки. 3 скелета, лежавшие у дальней стены. Один скелет принадлежал мужчине ростом около 180 сантиметров, второй – женщине, третий – ребенку лет 10. Радиоуглеродный анализ костей дал возраст 4750 лет. Через 2 дня после публикации Астюрк отозвал свои слова, заявив, что журналист его неправильно понял.
А еще через неделю его уволили из университета Анкары за нарушение этики научных исследований. Американский спутник GeoEye-1 сделал снимки высокого разрешения горы Арарат в марте 2012 года. На фотографиях отчетливо видна аномалия в форме корабля длиной 150 метров на высоте 4200 метров. Пентагон засекретил эти снимки, но копия утекла в интернет через сайт Wikileaks. Официальный представитель НАСА Джеймс Гарвин заявил, что на снимках видна естественная геологическая формация, а не рукотворный объект. При этом он отказался комментировать, почему естественная формация имеет идеально симметричную форму с прямыми углами. Лаборатория Beta Analytic в Майами получила образцы древесины под кодовыми номерами, без указания происхождения. Техник Мария Гонсалес провела стандартный радиоуглеродный анализ и трижды перепроверила результаты, не веря своим глазам. Образец номер 1 показал возраст 4820 лет плюс-минус 60 лет. Образец номер 2 – 4790 лет. Образец номер 3 – 4857 лет. Все три образца укладывались в один временной период с точностью до 70 лет. Профессор Томас Брук из Кембриджа получил фрагмент веревки для анализа волокон. Под электронным микроскопом он обнаружил, что волокна льна были обработаны неизвестным веществом, которое придавало им дополнительную прочность. Масс-спектрометрия выявила следы протеинов животного происхождения. Кто-то пропитал веревки смесью на основе яичного белка и крови. Современные испытания показали, что обработанная таким образом веревка выдерживала нагрузку на разрыв в 2,5 раза больше, чем необработанная. Эта технология была описана в византийских трактатах XIII века, но здесь ее использовали на 3000 лет раньше. Генетик Сара Джан из Института эволюционной антропологии в Лейпциге выделила ДНК из образцов шерсти, найденных в разных отсеках. Она идентифицировала 62 различных вида животных. Среди них были овцы, козы, коровы, свиньи, собаки, кошки, медведи, волки, лисы, зайцы, белки. Но 3 образца не соответствовали ни одному известному виду. Образец А17 показал 93% совпадения с ДНК пещерного льва, который вымер 10 тысяч лет назад. Образец А23 совпал на 87% с ДНК гигантского короткомордого медведя, исчезнувшего в конце ледникового периода. Образец А31 вообще не дал совпадений. Неизвестное животное, геном которого не сохранился ни у одного современного вида. Палеоботаник Клаус Фишер исследовал пыльцу из образцов грунта. Он обнаружил пыльцу 38 видов растений, причем 12 из них сейчас не растут в районе Арарата. Пыльца финиковой пальмы, акации, папируса, растений, характерных для Месопотамии и долины Нила. Пыльца кедра ливанского, оливы, инжира, деревьев Средиземноморского побережья. Это означало, что корабль собирал живой груз из регионов, разбросанных на тысячи километров друг от друга. Самое шокирующее открытие сделал археолог Дэвид Фарранд, анализируя образцы воды из запечатанных сосудов. В одном из кувшинов он обнаружил микроорганизмы в состоянии криптобиоза, полной приостановки жизненных функций. Когда воду подогрели и добавили питательную среду, микробы ожили. Генетический анализ показал, что это древние штаммы бактерий, не встречающиеся в современной природе. Один из штаммов оказался устойчив ко всем известным антибиотикам. Другой производил токсин, парализующий нервную систему. Третий вырабатывал ферменты, способные расщеплять целлюлозу в 10 раз быстрее современных бактерий. Металлург Ханс Шмидт получил образцы бронзовых изделий для спектрального анализа. Состав сплава ошеломил его. 87% меди, 11% олова, 2% мышьяка. Такое соотношение давало бронзу исключительной твердости, превосходящую по прочности современную инструментальную сталь. Но самым странным оказалось наличие примесей, следов иридия и осмия, элементов платиновой группы. Эти металлы не встречаются в природных медных рудах Ближнего Востока. Их присутствие можно объяснить только одним. Руду добывали из метеоритного кратера, где космическое железо смешалось с земными породами. Геофизик Питер Джеймс провел сейсмическое сканирование структуры и обнаружил пустоту под днищем длиной 20 метров. Команда пробурила отверстие и опустила камеру. На глубине 6 метров под деревянным дном находился слой камней правильной формы – балласт, который придавал судну устойчивость. Вес балласта составлял около 300 тонн. Расчеты показали, что с таким балластом судно могло выдержать волны высотой до 20 метров без опрокидывания. Международная комиссия из 23 ученых собралась в Стамбуле в ноябре 2013 чтобы вынести окончательный вердикт. 3 дня они изучали все собранные данные, результаты радиоуглеродного анализа, генетические исследования, археологические находки, геофизические измерения. Председатель комиссии профессор Райнер Штадельман из Германского археологического института огласил заключение. Структура на горе Арарат является рукотворным судном, построенным около 4800 лет назад.
Размеры и конструкция полностью соответствуют описанию Ноева ковчега из библейских и шумерских текстов. Вероятность случайного совпадения всех параметров составляет менее 0,01%. Но комиссия сделала еще одно заявление, которое многие посчитали более важным. Находки внутри структуры доказывают существование высокоразвитой цивилизации в раннем бронзовом веке, чьи технологии превосходили все, что было известно о том периоде. Металлургия, судостроение, селекция животных, медицина – во всех этих областях строители ковчега обладали знаниями, которые человечество заново открыло только через тысячелетия. Откуда у них была эта мудрость, остается загадкой. Турецкое правительство объявило место находки национальным достоянием и закрыло доступ для туристов. Вокруг структуры возвели защитное сооружение из стекла и стали, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение от ветра и осадков. Внутри установили систему климат-контроля, поддерживающую постоянную температуру минус 5 градусов. Раскопки продолжаются до сих пор, но информация о новых находках строго дозируется. Самым странным открытием последних лет стала находка в 22-м отсеке в марте 2018-го. Там обнаружили запечатанный глиняный сосуд с семенами растений. Ботаники идентифицировали семена 28 различных культур – пшеницы, ячменя, чечевицы, гороха, льна. Семена законсервировались в идеальных условиях благодаря низкой температуре и отсутствию влаги. Группа ученых из Израиля получила разрешение попробовать прорастить их. 8 семян пшеницы замочили в воде и поместили в питательный грунт. Через 12 дней 5 из них дали ростки. Древняя пшеница выросла до зрелости за 90 дней, на месяц быстрее современных сортов. Колосья содержали на 30% больше белка и были устойчивы к грибковым заболеваниям. Кто бы мог подумать, что семена из Ноева ковчега могут быть такими продуктивными. Если вам интересно, как древние находки продолжают удивлять, загляните на наш сайт whiteori.com. Там много интересных историй, а ссылка в описании. Генетический анализ показал, что эта пшеница не является предком ни одного современного сорта. Она представляет собой отдельную ветвь, которая исчезла из земледелия 4000 лет назад. Так что же археологи нашли внутри Ноева ковчега на горе Арарат? Доказательство того, что библейский потоп был реальным событием. Свидетельство существования развитой цивилизации, знания которой мы до сих пор не можем полностью объяснить. Самое главное – капсулу времени, сохранившую образцы жизни того далекого периода. Внутри деревянного судна на высоте 4200 метров заморожена история человечества в тот момент, когда мир стоял на грани исчезновения. История о том, как горстка людей и животных пережила катастрофу и дала жизнь новому миру. И эта история оказалась правдой.